Всем привет! Меня зовут Юрий Артем, и я из команды Underways. Сегодня я вам расскажу и покажу, как максимально правильно, быстро и легко сделать боковое сальто. Многие наивно полагают, что нужно учить сальто, сразу пробуя сальто. Это неверно, по той причине, что в этом элементе каждая часть тела выполняет определенную функцию. Пытаясь выучить одновременно фазу отталкивания, мах руками, группировку, вкручивание, приземление, мозгу и телу очень трудно. Вам приходится думать обо всех нюансах сразу. Для изучения есть несложные подводящие упражнения, которые позволяют разбить элемент на составные части. Первое, что мы с вами запомним, что этот элемент делится на три фазы. Первая фаза – толчок ногами, вторая фаза – это вкручивание, и третья фаза – это приземление. Для всех трех фаз есть свои простые подводящие. Сейчас мы их с вами рассмотрим. На одном из этих упражнений вы не должны быть расслаблены. Это чревато травмой. Расслабленное тело, оно неконтролируемо и не готово принимать нагрузку. Все три фазы делаются на фоне напряжения тела. Первое подводящее упражнение. Вам нужно сесть на ковер, взять руками группировку за середину голени и максимально сжаться в комочек и покататься через спину боком, так, чтобы вас не сносило в сторону. Ваш подбородок всегда прижат к груди. Коленками вы касаетесь плеч и катаетесь от плеча к плечу. В этом простом упражнении ваша цель понять, что такое группировка и по какой траектории происходит сальто. Основные ошибки. Слабая группировка. Из-за слабой группировки вы можете не докрутить даже при хорошей высоте. Чем плотнее вы прижимаете коленки к груди при правильном вкручивании, тем вам проще докрутиться. Группировка не за середину голени, а за коленные чашечки. Это также вам не даст плотной группировки, и вы можете не докрутить в таком положении. Теперь вам понадобится стопка матов для того, чтобы сделать боковой кувырок. Стопка матов должна быть выше уровня пояса для того, чтобы приучить себя делать сальто сразу наверх. Вам нужно встать посередине матов боком. Ваши плечи не должны поворачиваться при прыжке. Ваш прыжок должен быть направлен вверх и немного вперед. Когда вы выпрыгнете вверх, вы должны сразу потянуть коленки в группировку. Потом мы также боком скатываемся и встаем в исходное положение. В данном упражнении у нас совершенно отсутствует работа рук. Это делается для того, чтобы понять толчок ногами и подтягивание ног в группировку. Основные ошибки. Начинайте делать с краю матов, что приводит к повороту корпуса. Изменение происходит спиной, либо со сменой направления. Отсутствие или слабая группировка. Возможно, вы плохо выучили группировку и подтягивание ног к груди. Акцентируйте свое внимание на этом движении. Начинайте движение с наклона, тем самым падайте вниз. Чтобы сделать правильно, вам нужно выпрыгнуть вверх и немножко вбок. Слабый толчок ногами. Вы не выпрямляете ноги до конца, и из-за этого у вас мало высоты. Старайтесь максимально отработать толчок ногами и голеностопом, чтобы уйти вверх. Третье подводящее упражнение. Теперь мы добавим работу рук, которая нам даст хорошее вкручивание и немного высоты. Если вы делаете через правое плечо, то ваша правая рука поднимается немного выше уровня головы, немного согнувшись в локте. Дальше она делает округлое движение и захватывает правую ногу в группировку. Работа второй руки. Когда мы освоим работу правой руки, нужно понять, как работает левая рука. Левая рука поднимается на уровень груди, немного согнувшись в локте, и делает маховое движение вдоль тела по кругу. Теперь мы добавим мах руками и запрыгнем на куб. Это нам даст хорошее вкручивание. Основные ошибки. Маленькая амплитуда движения. Чем меньше амплитуда, тем хуже вкручивание. Вы опускаете руку вдоль тела. Это вам не даст никакого вкручивания, и так сложнее брать группировку. Неодновременная работа с ногами. Когда движение единомоментно, то вы отрабатываете полностью все упражнение. Нет смысла делать боковой с разбега, не зная хорошо предыдущие подводящие упражнения. Скорость вам не прибавит техники исполнения. Вы просто можете не почувствовать всех своих ошибок. Наскок делать для того, чтобы перевести горизонтальную скорость в вертикальную. Для начала вам нужно сделать шаг на одну ногу и с нее прыгать на две ноги на носочки боком. Напрягайте поясницу и пресс, чтобы у вас не было прогибов в спине. Ваше тело должно быть всегда напряженным. Ваши колени не должны сгибаться. Приземление происходит только на носочки, и корпус находится немного позади. При приземлении на две ноги вы тут же отскакиваете назад. Основные ошибки. Прыжок с приземлением на полную стопу. Вы полностью гасите все свое движение, и вся энергия уходит в пол. Расслабленное тело и ноги. Когда вы расслаблены, то не готовы принимать нагрузку, и ваше тело не может полностью работать. Наклон корпуса. Изменит направление, уберет высоту в выпрыге и испортит полностью все движение. Проскакивание вперед. Ваши ноги при наскоке должны быть перед корпусом. Это обеспечит хорошее стопорящее движение, что поднимет ваше тело строго вверх. Теперь мы сделаем с небольшого разбега наскок с махом рук и запрыгнем на куб.
В идеале вы не должны его почти коснуться и перелететь. Так как это движение достаточно быстрое, то оно намного сложнее, чем с места. Тут у вас могут всплыть все ваши прошлые ошибки. Суета в движении – это из-за слишком большой скорости. Попытайтесь сделать в удобном вам темпе и делайте паузы в проблемных моментах. Сальто в длину – это сильный наклон плечами или отсутствие стопорящего движения. Слабая группировка и мах. Должен быть резкий мах и быстрое подтягивание ног, чтобы все успеть сделать. Когда вы будете делать через кубик, слегка касаясь его в конце и перелетать, то можно попробовать делать сальто в проломовую яму или в очень мягкий мат. Пробуйте делать с небольшого разбега, а потом с места. Не забывайте, как работает каждая часть тела в этом элементе. Основные ошибки. Заваливание плеч назад. Из-за этого вы приходите в пятки и падаете на пятую точку. Не заваливайте корпус при наскоке. Не докручивайте или жестко приходите на мат. Сальто – это очень быстрое движение. Вы должны его делать с такой же скоростью, как и делаете на маты. Также возможен вариант с учением на батуте. Только при условии, что вы умеете хорошо контролировать свое тело и умеете работать на сетке. По мере понимания движения переходите на более твердый мат, а потом на гимнастический ковер. Пробуйте делать с разбегом, с пары шагов, с одного шага и потом с места. Но на этом не стоит останавливаться. Пробуйте запрыгивать сальто на различные высоты, с вариацией, для того, чтобы усилить группировку, вкрутку и отталкивание. Это стоит делать только тогда, когда у вас нет ошибок в технике. Всем успехов в изучении и удачи! Ждите новых туториалов!